Всем панкейк! Наша Вселенная по-настоящему огромная. Пульсары, планеты, звезды, черные дыры и сотни других объектов непостижимых размеров, которые находятся во Вселенной. Медлить мы не намерены, поэтому начнем, пожалуй, с самой большой планеты. Самая большая планета до 2011 года — TRES-4b. Рекордсменом по размерам до недавнего времени была планета TRES-4b, расположенная в созвездии Геркулес. С 2006 до 2011 года это была самая большая планета во Вселенной. Она почти в 2 раза больше Юпитера. Что любопытно, эта планета расположена в двойной системе, и других подобных пока неизвестно, ведь в таких системах действуют гравитационные силы двух звезд, мешающие формированию планет и стабильных орбит. Планета TRES-4b — газовый гигант, подобный Юпитеру, и располагается очень близко к своей звезде, всего в 4,5 миллионах километров. Для сравнения, расстояние от Солнца до Меркурия — 58 миллионов километров, а до Земли — 150 миллионов. Полный оборот по орбите планета совершает всего за 3,5 суток. И этот газовый шар очень горячий, его температура превышает 1700 градусов. Горячий газ имеет тенденцию к расширению, поэтому планета эта рыхлая. Ее плотность очень низкая, в среднем как у пенопласта или у бальзового дерева. Это очень мало. Хотя TRES-4b большая планета, но масса ее чуть меньше, чем у Юпитера, поэтому и гравитация у нее меньше. Эта горячая газовая планета при большом размере и низкой гравитации не в состоянии удерживать свое вещество, поэтому постоянно теряет его из своей атмосферы. Этот газовый шлейф тянется за планетой, как кометный хвост. Эта планета — загадка для ученых. При столь гигантских размерах и несоразмерно малой массе она просто не должна существовать. Да, сейчас она теряет массу. Но как она смогла при таких условиях вообще образоваться? Может, когда-то она не была такой горячей, и потому была меньших размеров и более плотной, как Юпитер? Тогда она в прошлом была гораздо дальше от звезды, или вовсе была захвачена звездой где-то по пути. К сожалению, посмотреть на эту планету вживую в обозримом будущем не представляется возможным. Расстояние до нее невообразимо большое — 1600 световых лет. Эта огромная планета была открыта транзитным методом еще в 2006 году, а результаты были опубликованы год спустя. Программа, в рамках которой проводились исследования, называется TRES — Трансатлантический экзопланетный обзор. В ней участвуют 3 небольших 10-сантиметровых телескопа из разных обсерваторий, оснащенных камерами Шмидта и автопоиском. Всего в рамках этой программы было обнаружено 5 экзопланет, в том числе и TRES-4b. Новая самая большая планета во Вселенной — HET-P32b. В 2011 году была открыта новая самая большая планета во Вселенной, которая оказалась больше, чем TRES-4b. Она расположена в созвездии Андромеды на расстоянии 1044 световых лет от нас. Эта планета по радиусу превышает Юпитер чуть больше, чем в 2 раза, то есть она больше, чем TRES-4b. А вот масса ее примерно такая же и немного меньше юпитерианской. В остальном, HET-P32b очень напоминает TRES-4b. Эта планета тоже горячий газовый шар, даже горячее. Температура его достигает 1888 градусов. Эта планета тоже расположена близко к звезде, а если быть точнее, на расстоянии порядка 5 миллионов километров. И из-за огромной температуры газ ее также расширяется и теряется. Поэтому и плотность ее также небольшая. Ученые постоянно открывают все новые планеты у других звезд, и не исключено, что и этот рекорд будет побит, и скоро мы узнаем про другую, самую большую планету во Вселенной. Теперь поговорим о самой огромной звезде. На сегодняшний день самой большой звездой является Юай-Щита в созвездии Щита на расстоянии около 9500 световых лет от нас. Это одна из самых ярких звезд. Она ярче нашего Солнца в 340 тысяч раз. Ее диаметр — 2,4 миллиарда километров, что в 1700 раз больше нашего светила, при весе всего лишь в 30 раз превышающем массу Солнца. Жаль, что она постоянно теряет массу, ее еще называют самой быстро сгораемой звездой. Возможно, поэтому некоторые ученые считают самой большой звездой NML-Лебедя. Крупнейшая галактика. Мегамонстром среди известных в наше время галактик является IC-1101. Расстояние до Земли около 1 миллиарда световых лет. Ее диаметр около 6 миллионов световых лет и вмещает около 100 триллионов звезд. Для сравнения, диаметр Млечного Пути — 100 тысяч световых лет. По сравнению с Млечным Путем, IC-1101 более чем в 50 раз крупнее и в 2000 раз массивнее.
Самая большая черная дыра находится не в самой крупной галактике. Черные дыры не измеряются в километрах. Ключевым показателем является их масса. Самая гигантская черная дыра находится в галактике NGC 1277, которая не является самой крупной. Тем не менее, дыра имеет 17 миллиардов солнечных масс, что составляет 17% общей массы галактики. Для сравнения, черная дыра нашего Млечного Пути имеет массу 0,1% от общей массы галактики. Самая большая клякса Лайман-Альфа. Давайте для начала разберемся в том, что же такое галактические кляксы. Американские астрономы в самом центре галактики обнаружили две огромные кляксы, светящиеся гамма-лучами. Эти кляксы занимают большую половину наблюдаемого небосвода, от созвездия Дева до созвездия Журавль. Их возможный возраст — миллионы лет. Скрытые в туманности гамма-излучений кляксы занимают пространство в 50 тысяч световых лет. Американские ученые полагают, что это остатки от взрыва громадной черной дыры или новой звезды. Новое открытие было сделано с помощью телескопа международного проекта Феми, который был запущен в 8 году третьего тысячелетия. Самый чувствительный в мире гамма-телескоп, который каждые 180 минут отслеживает все небо. Почему же кляксы обнаружили только сейчас? Облачности из-за гамма-излучений просто-напросто закрывали их. Такие облачности обнаруживаются при взаимодействии космических частиц и межзвездного газа. Уникальная методика американских ученых-исследователей позволяет увидеть невидимое. У клякс имеются четко очерченные границы. Они похожи на остатки кратковременного энергетического выброса из громадной черной дыры, которая расположена в самом центре нашей галактики — Млечного Пути. Ученые считают, что эти кляксы — остатки самой древней материи, из которой образовались все звезды нашей галактики. Лайман-Альфа представляют собой аморфные тела, напоминающие по форме амеб или медуз, состоящие из огромной концентрации водорода. Эти кляксы являются начальной и очень короткой стадией зарождения новой галактики. Самая громадная из них, ЛАП-1, имеет ширину более 200 миллионов световых лет и находится в созвездии Водолея. Что же еще интересного есть во Вселенной? Радиогалактики. Радиогалактика — это тип галактик, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными галактиками. Алкианей — гигантская радиогалактика в созвездии Рыси, находящаяся на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Она была открыта в 2022 году с помощью инструмента LOFAR. Размер радиопузырей галактики достигает как минимум 16 миллионов световых лет, что делает ее самой большой на момент открытия радиогалактикой. Радиогалактика названа в честь Алкианея, гиганта из древнегреческой мифологии. А вы знали, что даже пустота может иметь размер? Да, в нашем списке есть крупнейшая пустота. Галактики, как правило, расположены в кластерах, то есть скоплениях, которые имеют гравитационную связь и расширяются вместе с пространством и временем. Что же находится в тех местах, где нет расположения галактик? Ничего. Области Вселенной, в которой есть только ничего, и являются пустотой. Самая огромная из них — пустота Волопаса. Она расположена в непосредственной близости от созвездия Волопаса и имеет диаметр около 250 миллионов световых лет. Расстояние до Земли приблизительно 1 миллиард световых лет. Крупнейшим сверхскоплением галактик является Шепли-суперкластер. Шепли расположен в созвездии Центавра и выглядит как яркое уплотнение в распределении галактик. Это самый большой массив объектов, связанных между собой гравитацией. Его длина около 650 миллионов световых лет. Самая большая группа квазаров. Квазар представляет собой яркую, энергичную галактику. Самой большой группой квазаров является огромный LQG. Эта структура состоит из 73 квазаров и имеет диаметр 4 миллиарда световых лет. Однако на первенство также претендует Великая Джарби-стена, которая имеет диаметр 10 миллиардов световых лет. Количество квазаров неизвестно. Наличие таких больших групп квазаров во Вселенной противоречит космологическому принципу Эйнштейна, поэтому их исследование для ученых вдвойне интересно.
В заключение хотелось бы рассказать о самом большом предмете во Вселенной. Если насчет других объектов Вселенной у астрономов возникают споры, то в этом случае почти все из них единодушны во мнении, что самым большим предметом во Вселенной является космическая паутина. Бесконечные скопления галактик, окруженные черной материей, формируют узлы и при помощи газов нити, что внешне очень напоминает трехмерную паутину. Ученые считают, что космическая паутина опутывает всю Вселенную и соединяет между собой все объекты в космосе. Космическая паутина и есть самый гигантский объект во Вселенной. Хотя сказать так все равно, что соврать, потому что самый большой объект во Вселенной — это и есть Вселенная. К сожалению, мы не можем даже представить себе этих масштабов. Всем нам в школе рассказывали о самом большом животном на Земле, а именно синем ките. Возможно, кто-то знает о самом большом карьерном экскаваторе БелАЗ. Но это все то, что можно измерить. А измерить Вселенную просто невозможно. Нам остается только мечтать, что когда-то мы сможем перемещаться через эту Вселенную на огромных скоростях, преодолевая расстояния, которые нам сегодня кажутся просто немыслимыми, за считанные секунды. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и писать комментарии. А вам мы желаем панкейкного настроения и до новых встреч!